Если эта история заставит вас прислушаться к шагам над головой. Если после нее вы еще долго не сможете уснуть. И если захотите поддержать канал, ссылка на главной странице канала. Спасибо всем, кто помогает старому дому не погаснуть. И отдельное спасибо за поддержку. Донатом. Maver, Loxer, Volder, Quen. А теперь выключите свет, наденьте наушники и постарайтесь не смотреть наверх. Знаете, у каждого дома есть свои звуки. Где-то скрипит дверь, где-то шумят трубы, где-то по ночам бегают мыши. И со временем ты просто перестаешь обращать на это внимание. Но в доме моего деда было одно правило. Очень странное правило. Он никогда не объяснял его. Никогда не говорил, откуда оно взялось. Просто повторял одно и то же. Если услышишь шаги за стеной, не считай их. Я всегда смеялся. Ну какие шаги? За стеной находилась пустая комната. Без мебели, без окон, без двери. Туда вообще нельзя было попасть. Когда-то давно дед просто заложил проход кирпичом. И все, комната исчезла, будто ее никогда и не было. Но каждую ночь, примерно в 2 часа, за стеной начинали ходить. Шаги были медленными. Тук, 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 будто кто-то ходил по кругу. От одной стены к другой. Потом обратно. И так минут 10. А потом все затихало. Я прожил у деда почти месяц. И постепенно привык. До той ночи, когда решил их посчитать. Честно говоря, первые несколько дней я вообще не обращал внимания на эти шаги. Ну ходит кто-то. И что? Дом старый. Построен еще в 50-х. Полы скрипят. Балки рассыхаются. Да и деду тогда уже было почти 80. Может, просто сам ночью вставал. Хотя, нет. Дед никогда не выходил из комнаты после 10 вечера. Вообще никогда. Я это точно знал. Потому что каждую ночь слышал, как он закрывает дверь. И больше не открывает ее до самого утра. А шаги появлялись ровно в 2 часа. Секунда в секунду. Однажды я все-таки спросил: «Дед, а кто там ходит?» Он продолжал пить чай. Будто не услышал вопрос. Я повторил: «За стеной. Кто там ходит?» Дед тяжело вздохнул, поставил кружку на стол и сказал: «Неважно. Главное, не считай». Я усмехнулся. «Минус, да почему? Что случится?» Он посмотрел на меня. И впервые за все лето улыбнулся, но улыбка получилась какой-то странной. Пока не считаешь, он просто ходит. А вот если досчитаешь до конца, тогда он поймет, что ты его слышишь. Конечно же, после этого мне стало еще интереснее. Весь следующий день я только об этом и думал. Что значит досчитать до конца? До какого конца? Сколько вообще там шагов? 20? 100? 1000? И почему дед так этого боится? В тот вечер я специально лег спать пораньше. Поставил телефон рядом. И стал ждать. 1 ночи. 1:30. Без 15:02. Тишина. И вдруг, ровно в 2:00, за стеной кто-то сделал первый шаг. Тук. Потом второй. Тук. Потом третий. Тук. Я начал считать про себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шаги были одинаковыми. Медленными. Спокойными. Будто кто-то никуда не спешил. 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вдруг, на 14-м шаге, они остановились. Наступила тишина. Абсолютная. Такая, что я даже услышал собственное дыхание. А потом, из-за стены кто-то тихо постучал. 3 раза. Тук, тук, тук. Я замер. Просто лежал. И смотрел в потолок. Наверное, минуту. Или 2. Потому что я был уверен. Раньше такого не было. Никогда. Он всегда просто ходил. Минут 10. А потом все заканчивалось. Но в этот раз он остановился.
Как будто ждал. Ждал чего-то. Или ждал меня. Я осторожно повернул голову. Посмотрел на часы. 2 минуты 3. За окном шумел ветер. Где-то лаяла собака. А за стеной было тихо. Слишком тихо. И вдруг раздался голос деда. «Ты считал?» Он стоял в дверях. В темноте. И почему-то не включал свет. «Нет», — соврал я. «Не считал». Дед несколько секунд молчал. А потом сказал: «Не ври. Ты досчитал до 13. Я слышал». Я сел на кровати. «Дед, что вообще происходит? Кто там?» Он тяжело вздохнул. И впервые за все время зашел ко мне в комнату. Сел рядом. И тихо сказал: «Когда мне было 15, я тоже решил посчитать. Тогда здесь жил мой отец. И он тоже говорил мне: не считай шаги». Но я не послушал. Я досчитал до конца. И с тех пор он знает, что я его слышу. «Кто знает?» — спросил я. Дед посмотрел на стену и ответил: «Не знаю и не хочу знать. Но каждую ночь он приходит, ходит, а потом уходит. И так уже 60 лет». Я нервно усмехнулся. «Дед, ты же сам понимаешь, что это невозможно». Он кивнул. «Конечно, невозможно. Так же невозможно, как комната за стеной». Я нахмурился. «В смысле?» Дед поднялся, подошел к шкафу, отодвинул его и показал старые кирпичи. Здесь была дверь. Когда-то давно, но после той ночи мой отец ее заложил. И больше никто туда не заходил. Никогда. Я подошел ближе, провел рукой по кирпичам. Они были холодными, очень холодными, словно стояли зимой на улице, хотя в доме было тепло. И тогда из-за стены снова послышался шаг. Тук. Потом еще один. Тук. А затем кто-то медленно провел ногтями прямо по кирпичам. СКРРРРРР. СКРРРРРР. Я резко отдернул руку. Дед побледнел. Сегодня он раньше обычного. Такого еще не было. Обычно он приходит только один раз. Мы стояли молча, не двигаясь, и слушали. За стеной кто-то ходил. Совсем рядом. Так близко, что казалось, будто между нами осталась всего одна тонкая доска. И вдруг раздался голос. Очень тихий, очень хриплый, но абсолютно человеческий. 1. Пауза. 2. Пауза. 3. Я почувствовал, как по спине пробежал холод, потому что этот голос продолжал считать. И считал он моими словами. Я даже не сразу понял, что именно меня напугало. Не голос. Нет, голос был неприятный. Очень неприятный. Но страшнее было другое. Он действительно считал моими словами, с той же интонацией, с теми же паузами, будто слушал меня все это время, будто стоял рядом и повторял за мной. 1. Произнес голос. Пауза. 2. Дед резко схватил меня за руку. Так сильно, что мне стало больно. «Не отвечай», — сказал он шепотом, — «и не двигайся». Я посмотрел на него и впервые за всю жизнь увидел, что дед дрожит. По-настоящему, как маленький ребенок. «Дед, что это такое?» Он покачал головой. «Не знаю, но мой отец говорил, что пока оно считает, оно ищет, а когда заканчивает, оно находит». Голос продолжал. 4, 5, 6. Он был все ближе. Я это чувствовал. Словно между нами больше не было стены. Будто кирпичи исчезли. И там, в нескольких сантиметрах от нас, стоял человек. Или что-то похожее на человека. И просто улыбалась. 7, 8, 9. Я заметил странную вещь. Голос уже не был моим. Он менялся. Становился старше, хриплее, потом моложе, потом снова старше. И вдруг я услышал голос бабушки, потом голос матери.
потом голос соседа, потом свой собственный, но уже совсем другой, очень уставший, очень старый. И этот голос сказал: 10. Дед закрыл глаза и очень тихо произнес: «Господи, только бы не до конца». Я посмотрел на него. Сколько всего шагов? Он несколько секунд молчал, а потом ответил: «Никто не знает, потому что тот, кто услышал последнее число, уже никогда никому не рассказывал, что произошло потом. Я не знаю, сколько мы тогда простояли возле этой стены. Минуту, может быть 5, а может быть и все 20. Когда тебе страшно, время вообще начинает работать как-то странно. Иногда 1 секунда кажется вечностью, а иногда целый час проходит, будто его и не было». За стеной снова стало тихо. Слишком тихо. И это пугало еще больше, потому что теперь мы уже знали. Он никуда не ушел. Он просто стоял и слушал. Дед медленно выдохнул. «Иди спать. Сегодня он не закончит». Я посмотрел на него. «Откуда ты знаешь?» Он усмехнулся, но как-то грустно, потому что раньше он всегда доходил только до 10 и уходил. До сегодняшней ночи я почувствовал неприятный холод в животе. То есть, раньше такого никогда не было. Дед покачал головой. «Нет, никогда». Я лег, но спать уже не мог. Лежал, смотрел в потолок и думал: а что если дед просто сошел с ума? Возраст, одиночество, старый дом, шумы. Такое ведь бывает. Да, я почти убедил себя. Почти. Пока не услышал, как кто-то тихо поскребся в стену. СКРРР, СКРРР, СКРРР. А потом раздался голос. Очень тихий, почти ласковый. 11. Я резко сел на кровати. Посмотрел на часы. 3 часа 17 минут. Дед сидел на стуле. И не спал. Он смотрел прямо на стену. Не моргал. Вообще. И только шептал: «Нет, нет, нет, только не сейчас». И вдруг что-то ударило по кирпичам. 1 раз. Потом еще. И еще. Бум, бум, бум. Пыль посыпалась на пол. Со шкафа упала чашка. А голос за стеной тихо засмеялся. И знаете, это был самый неприятный смех, который я слышал в своей жизни. Потому что смеялся не человек и даже не зверь. Смеялось что-то очень старое и очень довольное. Дед вдруг поднялся, подошел к шкафу и начал двигать его в сторону. «Что ты делаешь?» — спросил я. Он даже не посмотрел на меня. 60 лет. 60 лет я надеялся, что он забудет. Но он не забыл. Он просто ждал. Я почувствовал, что сейчас услышу что-то, чего лучше бы никогда не знать. И дед сказал: «Эта комната не всегда была пустой». Дед долго молчал, будто сам не хотел вспоминать то, что произошло много лет назад. Потом тяжело сел на стул и посмотрел куда-то в пол. У меня был брат, младший, ему было 12, а мне 15. Мы жили здесь вместе, и каждую ночь за этой стеной кто-то ходил, как сейчас. Только тогда шагов было меньше, и голосов не было. Мы тоже смеялись, думали, что это соседская кошка или ветер, а отец постоянно повторял: «Не считайте, никогда не считайте шаги». Но брат был упрямым. Он всегда лез туда, куда не надо. Всегда хотел доказать, что ничего страшного не существует. Однажды ночью он дождался 2 часов и начал считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А потом он улыбнулся и сказал: «Всего 14. И чего вы боитесь?» Отец тогда побледнел, очень сильно, и спросил: «Ты уверен?» Брат рассмеялся: «Конечно, я же сам посчитал».
А на следующую ночь шагов стало 15, потом 16, потом 17. Каждую ночь на один больше, будто кто-то подходил все ближе. И отец понял, что брат сделал что-то не так. Что-то, чего уже нельзя исправить. Через неделю брат исчез. Просто исчез. Утром его кровать была пустой. Одежда лежала на месте. Обувь стояла возле двери. Окна были закрыты. А входная дверь заперта изнутри. Мы искали его 3 дня. В лесу, на реке, у соседей, везде. Но так и не нашли. А на 4-ю ночь за стеной снова послышались шаги. Отец тогда сидел на кухне. Не спал. Ждал. И когда шаги остановились, из-за стены раздался голос. Очень тихий. Очень знакомый. «Папа, открой!» Отец не пошевелился, а голос продолжал. «Папа, мне холодно. Я хочу домой. Папа, впусти меня». Отец просидел так до самого утра, а потом взял кирпичи, цемент и заложил дверь. Навсегда. Он никому ничего не объяснил. Просто сказал: «Если он вернется, это уже будет не мой сын». И больше никогда не говорил о брате. Я посмотрел на деда. «И ты думаешь, что это он?» Дед покачал головой. «Нет, уже нет. Сначала, возможно, но спустя 60 лет там осталось что-то другое. Что-то, что научилось говорить его голосом, что научилось говорить моим голосом. И теперь оно учится говорить твоим». И словно услышав эти слова, из-за стены снова донесся голос. Только теперь он звучал совсем рядом, будто человек стоял в нескольких сантиметрах от кирпичей. И этот голос очень спокойно сказал: 15, а потом тихо добавил: «Дедушка, открой мне». Я почувствовал, как внутри все, потому что голос произнес это так, будто действительно обращался к деду. Не ко мне, не в пустоту, а именно к нему, к человеку, который 60 лет боялся услышать эти слова. Дед тяжело опустился на стул, закрыл лицо руками и тихо сказал: «Он никогда не называл меня дедушкой. У него не было детей. У него вообще не было времени вырасти». За стеной снова наступила тишина. Но теперь она была другой. Не такой, как раньше. Теперь казалось, что кто-то стоит вплотную к кирпичам и улыбается. Ждет, когда мы заговорим, когда ответим, когда ошибемся. И тогда раздался еще один стук. Тук, тук, тук. А потом голос спросил: «Вы меня забыли?» Я хотел что-то сказать. Сам не знаю зачем. Наверное, потому что человеку трудно молчать, когда с ним разговаривают, даже если этот человек находится за заложенной стеной. Но дед резко схватил меня за руку. «Не отвечай. Никогда не отвечай. Пока он спрашивает, он еще не может войти». Я посмотрел на часы. Было уже почти 4 утра. И вдруг за стеной снова послышались шаги. Только теперь они были другими. Не медленными, не тяжелыми, а быстрыми, будто кто-то бегал от одной стены к другой. Туда, обратно, туда, обратно. И при этом смеялся. Тихо, хрипло, почти по-детски. А потом все резко прекратилось. Наступила абсолютная тишина. И спустя несколько секунд мы услышали последнее. Очень спокойное, очень довольное слово. 16. Дед побледнел и прошептал: «Нет, раньше он никогда не заходил так далеко». В этот момент что-то тяжело ударило в кирпичи. Бум! Пыль посыпалась на пол. Со стены упали часы. Еще удар. Бум! Трещина прошла по старому раствору. А затем из-за стены, очень тихо, послышалось дыхание. Нечеловеческое. Слишком медленное. Слишком глубокое. Будто существо за стеной впервые за много лет почувствовало запах живых людей.
И тогда дед сказал то, чего я совсем не ожидал услышать. «Беги». Я посмотрел на него. «А ты?» Он усмехнулся, усталой улыбкой. «Мне 81. Я ждал этого 60 лет. А ты? Ты еще можешь уйти». И впервые за всю ночь я понял, что дед давно знал. Когда-нибудь шаги все равно закончатся. И однажды кто-то обязательно услышит. Последнее число. Я не знаю, почему не убежал. Наверное, потому что просто не мог оставить деда одного. А может быть, потому что уже понимал. Бежать поздно. Если эта штука ждала 60 лет, то уж точно не отпустит нас просто так. И именно в этот момент за стеной снова послышался голос. Только теперь он звучал совсем иначе. Спокойно, даже доброжелательно. 17. И после короткой паузы он добавил: «Я почти дома». Дед поднялся, подошел к стене и положил ладонь на кирпичи. «Послушай меня», — сказал он. «Если он заговорит голосом матери, не отвечай. Если заговорит моим голосом, тоже не отвечай. Если заплачет, не жалей его. Если будет просить открыть, не открывай». Я молча кивнул, а потом спросил: «А если он заговорит моим голосом?» Дед долго смотрел на меня и тихо ответил: «Тогда уже будет слишком поздно». Бум! Раздался еще один удар. Несколько кирпичей слегка сдвинулись, и я увидел, что за ними нет комнаты. Вообще, там не было пола, не было стен, не было потолка, только темнота, очень глубокая, очень густая, будто кто-то вырезал кусок мира и оставил вместо него пустоту, а из этой пустоты на нас кто-то смотрел. 18, произнес голос, и вдруг начал смеяться, тихо, хрипло, почти счастливо. А потом из темноты показалась рука, очень длинная, слишком длинная, с серой кожей и невероятно тонкими пальцами. Она медленно потянулась к щели между кирпичами и остановилась, будто ждала, что мы сами сделаем последний шаг. Дед вдруг улыбнулся. Странно, очень странно, будто понял что-то важное. И сказал: «Я все-таки вспомнил. Тогда, 60 лет назад, мой брат не досчитал до конца». Я посмотрел на него. «Что?» Он остановился на 18. «А 19 число», произнес кто-то другой. И тогда я понял, оно не может закончить счет само. Ему нужен человек. Ему всегда нужен человек. За стеной стало тихо. Потом раздался голос. Мой голос. Абсолютно мой. 19. Дед резко закричал: «Не слушай! Закрой уши! Закрой их!» Я зажал ладонями уши, закрыл глаза и начал считать про себя. 1, 2, 3, 4. Лишь бы не услышать. Лишь бы не услышать последнее число. Я не знаю, сколько прошло времени. Минуты или часы. Но когда я открыл глаза, наступило утро. Светило солнце. Птицы пели. Дом снова был обычным. Старым. Тихим. Спокойным. Дед сидел на стуле и улыбался, а стена была целой, будто ничего и не произошло. Я подошел к нему и тихо спросил: «Все закончилось?» Дед посмотрел на меня и ответил: «Надеюсь». Я уехал в тот же день. Больше никогда туда не возвращался. Дом до сих пор стоит пустой. Дед умер через 3 месяца. А иногда, ровно в 2 часа ночи, я все еще просыпаюсь и слышу, как кто-то ходит за стеной. Тук, тук, тук. И каждую ночь шагов становится на 1 больше. И если однажды вы проснетесь среди ночи и услышите шаги за стеной, пожалуйста, не считайте их, потому что никто не знает, какое число может оказаться последним.